Дорогие друзья, искренне приветствую вас на своем авторском канале «Душевные истории с Каролин». И как всегда благодарю всех моих подписчиков, всех моих друзей, что разделяете ноты моего душевного творчества. Спасибо вам за свет вдохновения, свет взаимности и созвучия. История «Луч прощения». Чтобы получить прощение, мы должны прощать. Весенний дождь назойливо постукивал по стеклу, добавляя грусть в израненную душу Кэти. Она так с нетерпением ждала весну, но ни весна и никакие другие внешние обстоятельства не изменяли ее состояние души, которое, похоже, стало постоянным и только иногда сменялось на немногие положительные моменты в жизни. С детства обида и даже ненависть не давали ей покоя. Когда ей было 8 лет, отец ушел к другой женщине, и мама категорично была против их общения отца и дочери. Она создавала разные поводы, чтобы она никогда не встречалась с отцом. Отец уехал в Германию и практически навсегда исчез из ее жизни. Мама всегда с негодованием говорила о нем. Ненависть к мужу съедала ее. Она продолжительное время болела и вот полгода назад умерла. Так и не смогла ему простить. Наверное, это состояние передалось и Кэти. Она вспоминала, как она тяжело переживала в детстве, что у нее нет отца. Хотя он искал с ней встречи, содержал их, но чувства обиды с нотами ненависти безудержно разрушали ее. С личной жизнью так и не сложилось. Пыталась построить семью, но ничего не вышло. Здоровье в ее 35 лет было далеко от хорошего. Смерть мамы только усугубила состояние души. Она страдала головными болями, становилась жертвой любого вируса, несмотря на все лекарства и усилия врачей. Кэти выглядела старше своих лет. Она понимала, что было бы лучше, если бы она простила отца, но никак не могла это сделать. «Он сделал мне больно», — восклицала она, переживая прошлое страдание. Но внутренний голос напоминал Кэти, что для того, чтобы получить прощение, надо простить самому. Ей хотелось освободиться от негативных мыслей и от того груза, который не давал ей покоя всю ее сознательную жизнь. Она понимала, что ее состояние – это в большей части тот непрощенный груз, который сделал ее несчастной. Она прошла в комнату мамы, куда она заходила иногда, когда было очень тяжело. И сегодня это не исключение. Душа изнывала от боли. Она приблизилась к старому комоду, где лежал их семейный альбом. Она со слезами на глазах смотрела на фото, где они были с мамой, и пыталась отыскать фото отца, ведь оно было вместе с ней в возрасте 8 лет, но где-то не могла его найти. Вдруг в отдаленном уголке ящика комода она увидела сверток, которого не замечала ранее.
Она полюбопытствовала, развернув сверток, она увидела письма. Это были письма от отца, которые адресованы были ей, где отец пытался достучаться до сердца своей дочери. Но эти письма мама прятала от нее. Да и, наверное, Кэти не хотела ничего знать о нем, поддерживая во всем маму. И тут она вспомнила, как мама в последнюю минуту жизни пыталась ей что-то сказать, но ввиду тяжелой болезни она утратила возможность говорить. Она взяла эти письма и стала читать, погружаясь в душевный мир, мир своего отца. И этот мир был иным от того, который она себе придумала с детских озлобленных моментов. Он писал, что никогда не оставлял ее, всегда поддерживал, молился, обеспечивал и постоянно просил и ждал встречи. И дочитывая последнее письмо, которое было написано полгода назад, незадолго до смерти мамы, она почувствовала, как чувство истинного прощения доминирует над чувством обиды и брошенности. Отец писал: «Я всегда тебя буду ждать. Мой дом – это твой дом. Я одинок. Жена умерла 2 месяца назад. Детей у нас так и не было. Наверное, потому что единственным и любимым ребенком всегда была ты, моя милая Кэти. И каждый раз я шлю тебе свою безусловную отцовскую любовь и адрес, по которому ты сможешь меня найти. Адрес дома, где я тебя жду всегда». Кэти разрыдалась и почувствовала, как же она виновата перед ним. Почему она позволила чувству вины, злобы преобладать в ее сердце, погасив свечу отцовской любви? Наверное, потому что хотела поддержать маму, не могла разобраться и разделила это чудовищное чувство обиды и даже мести. И здесь неприятное воспоминание изменилось. И теплое, необычайное чувство разлилось в ее душе. Она простила его. И прежде всего простила себя за ту обиду, за те воспоминания об обиде. На следующий день она вылетела в Германию. Ей так хотелось быстрее встретиться с отцом и произнести то искреннее и долгожданное «прости». Такси подъехало к дому. Она вышла. Перед ней был очень ухоженный и красивый дом в немецком стиле, с чудесным фруктовым садом при входе. Она позвонила в дверь. Ворота открылись. Она вошла и увидела идущего по тропинке навстречу отца, которого она не видела 27 лет. «Кэти, неужели это ты, милая?» Надрывисто, сиплым голосом произнес отец. «Пап, дорогой, прости, прости!» Приближаясь, неустанно повторяла Кэти. «Я люблю тебя, моя девочка. Я так долго ждал эту минуту, но
Я верил, что ты придешь. Я верил, что я встречу снова тебя. Они крепко обнялись, и слезы обеих родственных душ обмывали годы их разлуки. Но вместе с тем это были слезы долгожданной, радостной встречи. В эту минуту солнечный луч в цветущем саду ласково вытирал слезы отца и дочери. Это был луч прощения. Прощения луч, который всегда был в их сердце и сегодня позволил соединиться воедино в огранке истинной и большой любви. Прощение луч сиянием истинной любви вдруг растворяет прошлого невзгоды, и сердце добротой и светом оживит. Прощение благотворению приводит.